Всем доброго времени суток. Сегодня у нас видео первое в своем жанре. Это обзор корабля подписчика. Человек сам мне написал в личку в Telegram и попросил сделать обзор, разобрать его корабли, его состав, героев. Сейчас все с вами посмотрим, снаряжение. Значит, смотрите, вот у него такой, он сразу скажем, что он находится в топ-10 всего сервера и топ-1 моря своего. Человек сказал, что он задонатил сюда около $300. Ну, это считается умеренный донат в таких играх, то есть дает неплохой такой толчок, но без постоянного доната удержаться не получится на таком уровне, то есть здесь нужно примерно $300 именно в месяц сюда вкладывать, чтобы, ну, призывать нужных героев, артефакты. Давайте с вами разберем. Значит, у нас здесь стоит сразу же на флагмане капитан Лестер. Я понимаю, что корабль сейчас пока что 21 уровня, то есть он получается в шаге от корабля 22, и мой обзор сейчас через буквально неделю уже не будет актуальным для этого аккаунта. Но давайте посмотрим из того, что есть. То есть здесь у нас, я так понял, сейчас стоит для боя такой режим. Ахаб у него есть, но видите, здесь он не используется. Почему-то стоит Армстронг. Для боя я бы делал вот так, смотрите. Ахаб сюда. Офелия у нас лечит от атаки, соответственно, ее сюда. Здесь, ладно, пусть стоит Лулу. Либо Лулу, вообще обычно Лулу ставит именно на корабль вот сюда, с максимальной атакой. Соответственно, здесь у нас будет стоять, к примеру, я смотрю, у него здесь есть и Офелия, так что можно, в принципе, для боя, это хватит жира, просто вот поставить сюда Ахаба, либо же сделать еще жирнее, например, поставить Ахаба в центр, а Армстронг поставить сюда, ну, чтобы совсем неубиваемый был танк. Либо сюда поставить китаянку, то есть будет Офелия, Ахаб и китаянка новая. Давайте сейчас посмотрим, то есть у нас при таком варианте всего лишь 1 000 000 жизней, тогда сейчас пожирнее сделаем, вот 1 300 000, и, соответственно, на битву кораблей у него уже здесь стоит защитный сет. Здесь у него ОЗ аж 2 раза, неплохо, ОЗ, атака, крит урон, так, все, снаряжение 18 уровня, и все, скорость хода, то есть в целом мало снаряжения, выбор маленький. Если выбирать из того, что стоит, у него ОЗ, пробитие, иммунитет, крит урону, урон. Да, ну на таком уровне, конечно, у нас уже жирный получается флагман. Это, да, этот раз, как я ожидал, он получше. Так, давайте сравним. То есть здесь получается 1 264 000. Ну, разница небольшая, но атаку прибавляет. В общем, пусть будет такой вариант. Значит, здесь у нас идет хил. Атака 20 000. И здесь, как я и думал, атака 23 000. Давайте посмотрим по снаряжению, что у него здесь стоит. Это вот мы сделали для битвы кораблей, для прямого столкновения. Давайте, допустим, сейчас у нас будет событие с призраками. Я хочу поменять на призраков. Мы, соответственно, делаем вот что. Сюда ставим Оскара. Так, Офелия у нас стоит капитаном. У него тут нет акулы, то есть вместо Хаба для максимального урона нужна будет акула. Поэтому сейчас нам придется сюда ставить Усанога. Ну, мы сравним атаку, но, скорее всего, Усанога будет лучше. Он по звездному уровню. Так, 15 320. Да, ладно, пусть будет Усаног. И мы меняем, соответственно, этому человеку нужно 4 части на урон от орудий. У него такого вообще нет снаряжения. Это очень плохо. Нужно делать. На урон от орудий нужно собирать. Раз нет, тогда давайте посмотрим, что у него есть. У него, в принципе, ничего здесь нет. У него нет на атаку. То есть здесь нужно иметь сет на атаку. Так, ну у него есть затопление. Сейчас посмотрим, сможем ли мы собрать на затопление. Короче, ничего как бы не прокачано. Тогда нужно делать 2 на 2 здесь. Вот на атаку у него есть... Так, пробитие, крит урон. Броня, пробитие, крит урон. Так, по крит урону здесь 4,1%. 2 на 2 нужно делать, выбирать, что исходя из пушки. Так, ну вот у него, в принципе, есть прокачанная пушка. Значит, попробуем сейчас убийственный сделать. Но герои стоят на урон от орудий. Нет, у него все плохое здесь, видите? Нет нормального. Ну вот, скажем так. Так, по поводу затопления... Вот, неплохо. То есть у нас получается 2 части убийственной и... затопление вот. Ну, я просто ставлю из того, что есть, показываю вам. Например, вот так. Так, атаку мы подняли, но, конечно, жизни совсем мало. И тогда придется сейчас здесь менять следующим образом. В его случае здесь нужно смотреть, то есть, как будет держать себя корабль. 500 000 жизней слишком мало для призраков. Не очень сильно режет. В принципе, можно Ахаба ставить и, соответственно, на затопление. Так. Вот так. То есть Ахаб идет у нас третьим для жира. Получается Усаног, и Эйлин у него самые сильные на затопление. Сет здесь убийственный урон, либо можно 4 части на затопление. То есть если здесь была бы Луна у него, но у него пока Луны нет. Поэтому здесь мы делаем, если будет пушка, ставим... вот пушка есть сейчас.
Так, вот, смотрите, какая идеальная пушка у него. Раз. И, соответственно... А вот тут у нас нету. Вот здесь нужно затопление делать. Нет нужных героев здесь, к сожалению. Вот это вот можно оставить на призрака. Пока так. Хотя у него есть вот этот вот лорд Коджа, и лучше его качать, видите, он атаку хорошо поднимает. И, соответственно, здесь на стратегический урон нужна Боа, либо вот, например, вот этот вот. Ну, кого-нибудь поставить, чтобы... Пусть стоит Корделия пока что. Здесь, конечно, вот с флагом проблема. То есть здесь нужна китаянка, нужна третья, сет на урон от орудия. Делайте 4 части этого сета. Итак, за ночь этот человек прокачал корабль до 22 уровня, соответственно, у него появился еще один кораблик дополнительный. Он сделал все правильно, пока что у него нет здесь легендарного вестника, и он поставил багрового стража. Давайте рассмотрим теперь состав для 4 кораблей и, соответственно, мои рекомендации для максимального урона на призраков. Здесь у нас стоит, сфиксируем, 16 тысяч атака, миллион ОЗ, 20 тысяч атака, так, ОЗ тоже в районе миллиона, 26 тысяч атака, ОЗ 800. И здесь у нас очень пока слабенько, кораблик у нас 13 уровня, и поэтому такая вот ситуация. Но он уже прислушался, как бы сделал его на затопление. Давайте посмотрим по золоту, у нас с вами 8 миллионов. По поводу второстепенных кораблей, они у нас 21 уровня, поэтому в первую очередь качаем их. Так, и этот кораблик максимально до... Так, у нас тут пока что мы... Ага, не хватает уже деталек. Ладно. Это нужно было, кстати, постоянно в магазин заходить и вот это вот покупать, тогда проблем бы не было. Давайте переступим с вами к рассмотрению снаряжения. Ну, здесь, конечно, вот у него еще монстры не побиты. Видите, 6 монстров, хотя я просил, чтобы... Ну, без меня это побили, то есть, чтобы было побольше снаряжения для выбора. Сейчас мы с вами обновим моряков, чтобы корректно отображалось у нас количество моряков. Так, значит, так... Давайте с вами делать для призраков, соответственно. По поводу героев, у него есть герой на урон от орудий. Так, давайте посмотрим. Значит, у нас по поводу снаряжения, как я советую, да, у него до сих пор нет снаряжения на урон от орудий. Я не знаю, придется сейчас атаковать с этим. Но тогда нужно здесь искать руль на атаку. Так, стратегический урон, урон от пробоины, стратегический урон, урон от орудий. Так, есть руль от урона от орудий. Ставим его. А, здесь нету атаки. Угу. Стратегический урон, урон от пробоины, стратегический урон. Да, проблема. Ну, раз у него стоит капитан, тогда давайте сделаем на огонь. Так, у нас есть вот такой руль неплохой. А, он у нас стоит... Господи, он стоит на 4-м корабле. 4-й корабль здесь у него... Почему-то огонь стоит, хотя должно быть затопление. Так, ставим здесь затопление. У нас будет тогда полный кораблик на затопление. Ну, видите, то есть ситуация такая, что нет снаряжения, поэтому придется ставить какое есть. А руль, который у нас стоит, урон горения, вот он, мы его ставим на флагман. И здесь выбираем на горение. Вот, хорошо для флагмана подходит, здесь как бы броня. Обратите внимание, на этом у нас нет показателей атаки, нам нужно выбрать одно из двух. Вот это броня, урон, вот, крит урон, хорошо очень. Замена. Все, вот так оставляем, и это все качаем, соответственно. У нас теперь есть для Лестера очень хороший вариант. Дальше. Здесь мадам Лулу мы заменяем на... Ну, я сейчас сделаю для призраков. Соответственно, здесь у нас будет все на горение. Вот так вот. С такой жизнью нормально корабль проживет. У нас здесь есть Корделия. Здесь мы оставляем, так как у него адский Генри хороший, Гриффин есть. Вопрос именно в снаряжении. Заходим сюда, смотрим. Так, пока что аналогов замены какой-то нет. Альтернатив. Поэтому, в принципе, оставляем здесь. Видите, вот очень хороший. Да, и вот это все здесь очень хорошо. Все, это не меняем. Дальше по поводу 3-го корабля. Здесь у него... Мой совет это... Ну, я вижу, да, она у него как бы максимального уровня здесь, Бетти. Вот этого он еще не качал. Ну, я вам вчера сказал, то есть он атаку получше поднимает. Да, он немножко там лечит врага, но в целом он, если сравнивать, будет мощнее. Я делаю на долгосрок, сразу же здесь ставлю. Ну, вот 25 тысяч уже неплохо по атаке. По поводу снаряжения, здесь 4 части я советую на убийственный урон, так и стоит. По поводу пушки нужно сравнивать, то есть здесь атака, атака, атака. Да, это лучше, видите, здесь... Здесь плохая, вот снижение урона не подходит, иммунитет к крит урону, 2 мусорных. Здесь как бы больше полезных. Атака, атака, атака. Ну, даже бонус к лечению есть. Нормально. Здесь у нас ОЗ идет, есть атака, но вот в основном на ОЗ, щит, и этот на ОЗ, и вот этот на ОЗ, но здесь у нас, кроме атаки, есть еще и увеличение урона, как оно раньше называлось. Да, тогда мы должны поставить вот этот вот, и сейчас попробую я его прокачать. Есть ли у него материал? Так, у него, я думаю, хватит сейчас. До 15 уровня. Так. Золото тоже нам должно хватить. Соответственно,
Все, так, у нас атака теперь, ОЗ, все нормально. В целом этот будет получше, у нас здесь, видите, атаку сейчас поднимет. Так, посмотрим здесь. Да, у нас была атака 25 тысяч, теперь 25 842. Хотя, видите, Корделия, у него на 6 звезд, тут в чем вопрос. То есть здесь, если бы она была слабой, то да, можно, есть смысл менять. Здесь она у него 6 звезд, то есть моя даже Корделия и то слабее на моем аккаунте. А этот аккаунт гораздо моложе. Значит, все, здесь оставляем. И вот вопрос по поводу сета вот тут. Здесь придется сейчас... У нас, значит, 4-й корабль, какие там герои, давайте я вам напомню, все на затоплении стоят. Соответственно, здесь нужно будет, во-первых, качать бешеного пса. Давайте посмотрим, есть ли у нас материал на его улучшение сейчас. Очень он слабенький. Так, материал есть. И сейчас мы посмотрим, насколько у нас изменится атака. Его нужно до максимума. Потому что пока что у этого игрока у него нет... Так, и здесь. У него нет Аделины, нового героя на затопление. Да и он, видите, еще пока в первом сезоне, поэтому здесь бешеный пес замена. Все, атаку мы подняли. Соответственно, так, нужно проверять, чтобы еще у ваших героев постоянно здесь были навыки прокачаны. Так, все отлично. Хорошо, значит, нам сейчас нужно просто теперь бить монстров и искать снаряжение. У него здесь нет сундучка со снаряжением. В итоге у нас, получается, поднялась атака по убийственному урону. Рекомендация это вот именно постоянно следить, чтобы здесь все было по максимуму, докачивать усонога до 6 звезд. И Ахаб у нас на призраках не работает. Соответственно, если мы будем переделывать ПВП, то мы его ставим сюда, Ахаба. Сюда мы поставим нашего лекаря, здесь у нас остается. Можно сюда Ахаба, сюда китаянку. Сюда пойдут огневики. Ну, здесь нужно сравнивать. То есть у него 11 тысяч с Уиллом, у него с... ну, в принципе, одинаково можно ставить. В общем, пока тот слабенький, мы можем ставить сюда Неда. Ну-ка. Все, нет, уже бешеный пес составляем. Ну ладно, все. Ладно, тогда, получается, на ПВП мы этот кораблик не трогаем. Просто нужно ему здесь снаряжение поставить, чтобы ОЗ было. У нас, как вы можете видеть, здесь не стоит деталь корабля никакая. Пока ее тут нет, мы давайте посмотрим с вами, что можно сделать. В принципе, вот ОЗ, урон от орудий, так. Атака, урон от горения, шанс крита. Атака у нас имеет только вот это вот. Значит, здесь у нас УЗ поднимает. Ну, в принципе... это уже 12 уровень. Да. Да, получается, тогда мы можем сделать так. 4 части на затопление, когда они будут. Пока этого нет, делаем 2 на 2. Здесь у нас подходит вот этот вот. Давайте посмотрим, что он нам может здесь дать. Какой доп. Показатель? Нет, пробитие открывает. Не хочется тратить его материал на эту прокачку. Но пока так. То есть огненный урон у нас есть прибавка. И урон от затопления. Все, первые 2 у нас все. Есть 2 на 2, пусть остается. Все, он просил оставить именно для призраков сборочку. Поэтому сейчас... Здесь вот я говорю, можно будет сделать 4 части урона от орудий. У него тоже пока нет 4 частей. Обратите внимание, видите, нет. Я не могу сейчас... Мы исходим из того, что у него есть в наличии. А так вот, чтобы я сделал бы для ПВП жирный Ахаб, артефакт на него потом ставим во втором сезоне, Офелия и вот Ци Лантин. То есть пока акулы нету, здесь Ахаб. То есть потом будет акула, будет полностью под урон от орудий кораблик. Сейчас так. Вот, для ПВП здесь оставляем, здесь оставляем, все качаем. То есть 4 части на затопление. Для призраков у него, опять же, в идеале урон от орудий. Здесь будет акула стоять, у корабля просяет ОЗ, но атака будет очень хорошая. На данный момент у него здесь, чтобы раскрыть корабль, должен стоять клоун, как он был. Здесь будет Танака, пока что стоит Уилл. И здесь у нас Нет, его тоже нужно будет качать. Так, вот, уже хорошая атака, это на призраков. Соответственно, мы здесь ставим на урон от горения 4 части. Ну вот, сейчас у нас пока что этого нет. Этот мы качаем. Он очень хороший, и он ему пригодится. На него не жалко потратить материал. Я смотрю, у него очень мало этого материала. Но потом будет гораздо больше. Я не буду за него сейчас разбирать ненужное снаряжение. Только можно вот разобрать синее. Но оно мало даст очков. Так, вот, все. В общем, у него флагман дает огненный урон и защиту дает. То есть прочность корабля. Пока так. Потом можно будет переделать пушку на атаку и это на атаку. Пушка у него сейчас довольно плохая здесь. Я могу поставить. Он просил поставить, то есть чтобы он потом это качал. Там он сейчас сохранит. И здесь, соответственно, крит урон 4,3%, здесь крит урон 4,1%. На флагман мы берем броню, если выбирать. Все. Так, у нас в целом повышается пробитие. Так. И потом, когда у него, в зависимости от количества деталей, мы будем делать на флагман либо 4 части на атаку, либо 4 части на горение. Конечно, лучше горение, если ему повезет с показателями.
у него здесь все очень хорошо поднимется. Это вот на перспективу, то есть он сейчас потом заменит на сет на защиту, но я тут на перспективу показываю. Все, здесь мы по снаряжению не трогаем, просто пусть ищет такие же 4 части с лучшими показателями. Здесь тоже он будет искать с лучшими показателями, не трогаем. По поводу этого, то есть, соответственно, здесь у нас 4 части на затопление, как я и сказал, пока этого у нас отсутствует, то есть у нас нет на затопление паруса. Как только будет парус на затопление, здесь все 4 части на затопление. Все, и это будет максимальный урон на призраках. Соответственно, в показателях он должен искать 2-3 атаки на пушке, шанс крита. Броня, снижение урона нам не нужно. Здесь он должен искать первым показателем атаку, потом вторым атаку, шанс крита, крит урон. Здесь он должен искать либо специфический показатель, как здесь урон от горения первый идет, такой же, как сет. Вот это, в принципе, очень хороший. Я такой ищу сейчас на 25 уровне, видите, на горение и атака, и шанс крита, и крит урон хороший. Здесь ищем крит урон, очень редко выпадает, шанс крита. Либо, например, броня, и там атака, крит, урон, шанс крита. Вот такой тоже. Броня, он просто чаще всего основным показателем является. Здесь у него неплохая, очень неплохая деталь. Правда, другие показатели не подходят. Но ОЗ повышает 2 раза шанс крита. Для этого уровня здорово. Так, по поводу пушки здесь 2 атаки, но можно лучше. Здесь мы меняем тоже ОЗ на другой парус, значит, чтобы атака была основным показателем. Но она есть здесь второстепенных. Здесь неплохой штурвал. Но, опять же, нужно больше атаковать монстров, искать еще другие варианты. Здесь по поводу пушки, да, вот уже нормальненько так, 3 атаки есть, но опять же не идеально. Здесь у нас 2 атаки, нужно какой третий будет. Вот, видите, например, атака, крит, урон. К примеру, сейчас попробуем мы с вами что-то вообще мусорное. Так, давайте посмотрим, какая будет. Вот это, в принципе, неплохо. Нет, пробитие дали. Ну, в общем-то, нужно искать вот такой атака, крит, урон. У него здесь сейчас пока стоит просто 3 атаки. Здесь, да, здорово, атака, урон есть, но я говорю, что здесь будем искать больше, чтобы основной показатель была атака. Так, здесь, ладно, оставляем атаку, ну и здесь мы оставляем тоже, это неплохо, видите, повезло, что 3 раза атака качнулась, и в абсолютных значениях теперь очень хорошая атака, и крит урон есть, здорово. Все, здесь будем искать 4 части на затопление, вот пушка очень хорошая, ее даже надо выделить, чтобы он ее не разбирал. Здесь, так, ну да. Урон затопления нужно искать, пока что хорошего штурвала здесь нет. А тут тоже у нас пока что нет хорошего носа корабля. Нужно будет его искать. Но пока что, конечно, с текущим снаряжением никакого топа ему не грозит. К сожалению, нужно больше копить материала на прокачку, вот, всех монстров убивать ежедневно. Это очень важно. Ну, мне кажется, это видео показательное. Человек умеренно донатит, то есть в районе $300 сюда, в эту игру, то есть у него есть бонус, все как бы грамотно, луна есть. Прям вот это вообще можно не трогать, то есть здесь просто Лорд Коджа ставим и все, на призраков. Кстати, да, он просил оставить на призраков, соответственно, здесь мы не меняем. Здесь вот так вот, все. Вот, так что, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, вступайте в наш, я точно знаю, самый крупный телеграм-чат по игре. Мы разделили его по темам, теперь не будет какого-то там каши-малы в одном чате, теперь отдельно у нас есть флудилка, то есть, соответственно, разбор кораблей в отдельном чате, в отдельной теме промокоды, в отдельной теме новости по игре, в отдельной теме гайды, развитие корабля, таблица с прокачкой уровня корабля. Все теперь поделено, структурировано, поэтому, пожалуйста, милости просим, ссылка в описании данного видео на наш телеграм. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, всем пока.